Привет! Мы открываем новый сезон Kiss My Place. Он будет таким же жарким, как и это лето в Питере. Вообще, честно говоря, в такую погоду лучше всего быть где-нибудь на берегу залива, реки, озера, в общем, у воды. Вода, как известно, имеет три агрегатных состояния. Твердое, жидкое и газообразное. Мы выбрали самое экстремальное. Добро пожаловать в ресторан «На парах». Смотрите наш сюжет до конца. В конце видео конкурс. Мы разыгрываем 2 сертификата на посещение ресторанов «На парах». «На парах» — это сеть ресторанов. И все они работают круглосуточно. На сегодняшний день их 7. Более того, в некоторых из них есть открытая кухня. Вы можете увидеть, как готовится ваша еда. Вы можете увидеть, как полезная еда становится вкусной. Я с большим удовольствием хочу представить вам концепт шефа сети ресторанов «На парах» Павел. Павел, добрый день. Здрасте. Я так понимаю, что то, что ты нам сегодня будешь готовить, это большой-большой секрет, потому что я, честно говоря, был не... Это что? Это осьминог? Это осьминог, который мы будем варить. Мы будем с вами сегодня готовить 2 блюда. Первое блюдо это будет салат с мидиями и овощами, а второе это будет горячая закуска со осьминогом и сельдереевым пюре. Я вам все рецептики покажу, как это готовится, вкусненько, полезненько и будет здорово. Прекрасно. Вам понравится. Можем приступать. А зачем столько пробок? Это для А чего? пробок в процессе приготовления я вам расскажу. Паш, ну я так понимаю, что нужно начинать с осьминога, он готовится Да, дольше? он готовится, он будет вариться. Значит, для осьминога нам понадобятся овощи. Это сельдерей, Так. корень, морковка и лук. Репчатый. Репчатый, да. Сельдерей мы можем прям с кожей обязательно помыть, нарезать произвольными частями. Морковку также для аромата бульона и лук. И также добавим петрушки. В пробки мы добавляем воду для того, чтобы осьминог был более мягкий. То есть он вытягивает и становится мягче. Слушай, на самом деле, я вот сколько слышал про то, что как готовят осьминогов в Италии и прочих средиземноморских странах, я, насколько знаю, его жестко избивают перед этим тоже перед сделаем. приготовлением. То есть Да? мы сделаем 2 этапа, чтобы он был мягкий. И немного отобьем и добавим пробки. То есть с помощью обычного кулинарного молотка, известного каждой хозяйке, можно осьминога сделать мягким. Да, только чтобы силы мужа не просить хозяйки, чтобы она подбила, а то он будет мягкий слишком. То есть хозяйке нужно это делать самостоятельно. Да. Так, что, мы помещаем нашу овощи в воду. Она уже как раз закипела. Паш, ну перед тем, как мы приступим к приготовлению второго блюда, я бы хотел тебе задать вопрос вот какой. Честно говоря, я шел с неким предубеждением сюда, потому что, ну, с моей точки зрения, кухня, приготовленная на пару, это для людей, которые вынуждены придерживаться строгой диеты. Вот. И для меня, в первую очередь, интересно то, почему вы выбрали такую концепцию. Чем, в принципе, вот сама технология приготовления на пару отличается от тех, которые используют во всех других ресторанах?
Ну, смотрите, всем известно, что сейчас в тренде полезное питание, ЗОЖ и все дела вот эти, Так. да. Поэтому концепция-то уже давно разработана, уже практически 10 лет в рынке. И правая еда, непосредственно, которую мы готовим, она остается более полезной, чем другие технологии приготовления. Так мы используем еще современную технологию, как сous-вид. Мы варим и в вакууме, мы варим и в конвектомате, мы варим и в воде, и также готовим на пару. Самый основной момент, у вас не остается тяжести после паровой еды, а после жареной останется, и вы хотите поспать, либо куда-нибудь прилечь, а после паровой еды у вас остается легкость и бодрость, и вы готовы там бежать, дальше делать дела. Конечно, да. Поэтому паровая еда полезная, вкусная. Значит, для салата, который мы с вами будем готовить, мы используем мидии, мы используем фенхель, сельдерей, болгарский перец и грушу. То есть у нас будет такой фруктово-рыбный овощной салат. Ну, тут на самом деле... обожаю фенхель, кстати. А мидии уже каким-то образом обработаны или они сырые? Они варено-мороженое. Хотя что стоишь? Давай, поможешь мне. Да, не вопрос. Одевай, порежешь овощи, Хорошо. хорошо? Думаете, легко быть шефом? Попробуй только перчатки надень. Уже мучение. Паша, скажи, сколько вообще времени уже существует сеть ресторанов на парах? Я так понимаю, что вы начинали все-таки с одного? Мы начинали с одного на Большом проспекте, да. Да, слушай, я его видел достаточно давно уже, первый раз, и был очень удивлен. Думаю, что это? Вот, потом зашел, попробовал, и, знаешь, мне понравилось. Мы долго приучали наших клиентов, гостей к паровой еде. Могу представить ситуацию, случай один. Мы ввели в меню лосось средней пропарки. Конечно, гости поначалу возвращали блюдо обратно в кухню, говорили, что оно не доварили. Не готово. Вот. На самом деле, сырой принесли? Сырой, да. На самом деле это не сырой, это приготовленный лосось на низкой температуре и достан из сous-вида на моменте сворачивания белка. И это позволяет продукту быть более нежным, сочным и вкусным. Но сейчас продажи этого лосося практически под 80% больше покупают средней пропарки, чем полной. То есть люди распробовали, понравилось, и они с каждым разом заказывают это блюдо. И называют это блюдо большой сушеный. То есть это рис, соус терияки и лосось средней пропарки. Очень вкусно. Советую попробовать вам в следующий раз, когда придете в гости. Обязательно. Но сегодня осьминог. Сегодня осьминог. Я смотрю, профессионально режешь. Да. Уже не первый ресторан, а... Хотите увидеть ресторанную кухню изнутри? Подписывайтесь на наш канал. Мы покажем. Так, значит, мы сельдерей сейчас дорежем. Груша есть, фенхель есть, болгарский перец почти готов. И останется добавить мидии. Но это не все. Я попрошу тебя нарезать, пошинковать кинзу. А я пока порежу мидии. Мидии вот такого размера, они большие, я буду резать пополам. Как видите, друзья, нам везет гораздо больше других посетителей. Мы не только видим, как готовится наша еда, мы еще принимаем участие в ее приготовлении. Так, теперь немножко добавим перчика, соус кисло-сладкий и перемешаем хорошо.
Так, это у нас получился такой салат с мидиями, с овощами и фруктами. Оно у нас будет в осеннем меню, так что приходите пробовать. А сейчас вы один из первых, которые пробуют это блюдо. Так у нас используется там груша, мы грушу украсим наш салат. И кресом добавим яркости. Наше блюдо готово. Салат с мидиями и овощами. Я бы сказал, королевский салат. Обратите внимание, какая корона у меня на вершине его. Честно говоря, мне жаль нарушать это совершенство, к которому я приложил свою руку. Но, как бы то ни было, надо попробовать. Очень свежий вкус, и в котором сочетается огромное количество всяких тонких, маленьких, нежных вкусов. Это и свежесть сельдерея, и острота соуса. Вообще, если честно, я когда готовлю салаты, я предпочитаю резать гораздо крупнее все. Но здесь вот вся прелесть этого салата именно в мелкой нарезке. Потому что это все так удивительным образом перемешивается, и на языке получается просто взрыв вкуса, фейерверк. А мидии звучат, именно звучат, вот то самое слово, просто великолепно, божественно. Не подумайте, что я нахваливаю ради рекламы, это действительно так, очень вкусно. Паш, ну я так понимаю, что осьминог наш уже почти готов. Сколько времени прошло? Сколько вообще он? У нас прошло с тобой 2 часа. Большой осьминог примерно варится 3-3,5 часа, а нам достаточно 2-2,5. Сельдереевое пюре. Самый секрет этого сельдереевого пюре в том, что оно варится в молоке. То есть, если вы будете варить в воде, это будет просто сельдерей. А если мы будем варить именно в молоке, то получается более раскрывается вкус и более ярко и интересно. Так, чтобы наш осьминог был интересный в подаче, мы порежем его на такие части. Сотейничек. То есть ты хочешь сказать, что еще не готово? А мы сейчас добавим соус к нему. Черри. И очень важный компонент — это лук соя, лук репчатый, мед и соевый соус. Он, когда разогреется, будет обволакивать наш осьминог и даст вкус дополнительный к нашему блюду. Добавим тоже кинзы. Разогрели, наш осьминог готов. Паша, что это за лампы? Это как элемент декора или? Нет, это лампы, это тепловые лампы, которые, когда блюдо повар дает, он включает для того, чтобы блюдо оставалось теплым на протяжении 10 секунд, пока официант доходит и забирает его. Ну, в принципе, сейчас воспользуемся ей тоже, потому что у нас блюдо горячее. Сельдереевое пюре, которое разогрели,
наш нежный осьминог. Все мы это украсим рукколой. Закуска с сельдереевым пюре и осьминогом готова. Приятного аппетита! Пробуй! Спасибо. Ну, совершенно точно блюдо удалось. Ставлю твердую 5, рекомендую весьма для того, чтобы попробовать. Практически в любом из ресторанов сети на парах это блюдо можно попробовать, но напоминаю, что оно сезонное, осеннее. Что для меня оказалось, прямо скажем, неожиданным в этом блюде. Приготовленный таким образом осьминог, по виду он совершенно выглядит как запеченный. Возможно, это из-за соуса, который использовали в последний момент приготовления. Но он как раз вот и дал ту прекрасную нотку, которая удивительным образом не портит вкус осьминога, а прекрасным образом его оттеняет. Какая трогательная забота, мелочи приятно. У каждого столика есть розетки для того, чтобы вы могли подключить свой гаджет, если у него вдруг закончился заряд. Вот еще одна такая удивительная вещь, которая тоже приятно радует. На каждом столом есть такие вот специальные бланки, в которых вы можете написать все, что вам понравилось или не понравилось в этом ресторане, и оставить в специальном ящике у выхода. Вот. Еще один немаловажный момент. Как часто вы в ресторане встречались с тем неловким моментом, когда вы расплачиваетесь картой и нужно оставить чаевые официанту? Начинаете лазить по карманам в поисках мелких денег или более крупных, но неважно. В ресторанах на парах эта проблема решена очень просто. Вы можете чаевые отправить прямо с карты вместе со счетом. Вот. Ну, вообще, нужно отметить, что сеть ресторанов на парах – это полноценные рестораны, в которых присутствует не только кухня, приготовленная на пару, ну, естественно, да, но и очень широкий выбор так называемого барного меню. Это огромное количество напитков, коктейлей, естественно, крепкие напитки, алкоголь, вино, водка, джин, коньяк, все что угодно, то, что может послужить приятным дополнением к вашему столу. Я уже говорил о том, что рестораны на парах работают круглосуточно. Кстати, завтраки здесь начинаются с 6 утра, ранние завтраки. Ну, естественно, есть такая приятная и совершенно необходимая вещь, как бизнес-ланчи, дань сегодняшнего времени. Стоит упомянуть также о детском меню. Во многих ресторанах на парах есть даже специальные детские комнаты. Так что очень рекомендую для посещения. Прекрасное место, которое оставило у меня исключительно положительные эмоции и впечатления. Внимание, конкурс! Мы разыгрываем сертификат на посещение ресторанов на парах. Ужин на двоих. Подробные условия конкурса в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. До новых встреч! Kiss my place!